День начинался, как обычный городской турнир по смешанным единоборствам. В спортивном центре, заполненном зрителями, кипели эмоции и звучали объявления. Среди участников выделялся уверенный в себе молодой мужчина по имени Брайан. Обладатель черного пояса, призер региональных соревнований, он привык держаться с подчеркнутым превосходством. Многие замечали, что он часто реагировал на соперников с издевкой и презрением, особенно если считал их слабее. В числе участников была и Аманда Спокойная, собранная девушка, известная в основном как инструктор по фитнесу. Немногие знали, что она дочь Стивена Сигала. Ее имя редко связывали с наследием отца, и она сама не кичилась этим, предпочитая оставаться в тени. На соревнования она пришла не ради славы, а ради практики и внутренней собранности. Когда объявили их бой, Брайан вел себя, как будто это была формальность. С первых секунд он пытался продемонстрировать превосходство, действуя агрессивно и грубо. В одном из эпизодов, почувствовав, что соперница уступает ему в габаритах, он перешел к жесткому удушающему приему. Давление на шею было настолько интенсивным, что часть зрителей напряглась, заметив, что это выходит за пределы спортивной необходимости. Аманда не паниковала, ее движения оставались точными, выверенными. В считанные секунды она перестроила стойку, аккуратно сместила центр тяжести, перехватила руку соперника, освободилась из захвата и провела обратный болевой прием. Никто в зале не успел понять, как именно это произошло. Брайан оказался на полу, обездвиженный, а судья зафиксировал финал боя. Только потом, уже вне татами, среди зрителей начала распространяться информация о том, кто была его соперницей. Со спортсменом, который только что пытался продемонстрировать силу за гранью допустимого, никто не разговаривал. Атмосфера изменилась. Его высокомерие растаяло, уступив место неподдельному шоку и молчаливому осознанию того, насколько он недооценил ситуацию. Аманда же спокойно покинула арену, как будто ничего необычного не произошло. Для нее это был просто еще один бой, и лишь те, кто знал ее историю, понимали, что в основе ее спокойствия была не бравада, а дисциплина и долгие годы скрытой подготовки. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.